Половина коллектива у тебя роботы, половина люди. Здесь у нас будет новая психология. Роботам больше возможностей перформить, следовательно, больше прав. Мы начинаем получать больше выручки. Но обратная сторона этой монеты, Должны быть красные линии. и, возможно, это будет твой первый клиент, робот. Мы еще последствия внедрения телефонных аппаратов в детскую психику еще не расхлебали. И как надо лидеру поменяться за этих 3 года? Визионерство, полная надежды. Ну что, салют, котики. Сегодня тут мы с Андреем Евдокимовым решили поговорить о том, как AI меняет лидерство. Андрей коуч, бизнес-психолог, и вот недавно стал фаундером проекта в области Digital Wellness. Ну, а я и продолжаю копаться в AI и продолжаю делать свой стартапчик AI Real Estate Agent на Кипре. Андрей, к тому же, еще сейчас докторскую ты сейчас собираешься писать или... Да, на эту тему PhD, на тему о влиянии искусственного интеллекта на эмоциональный интеллект лидеров. Вот, ну давай сразу быка за рога. Что у тебя там за главные вызовы и что здесь непонятно? Хотя кажется же довольно понятно все. Все поменяется, да. Все поменяется. А главные вызовы заключаются в том, что по мере исследования людей, сейчас то, что я замечаю, вот уже прошло 60 лидеров, полуструктурированные интервью и опросники, и то, что я замечаю, это расслоение общества, которое светит в области лидеров. То есть часть лидеров, которые будут ездить на этих сверхзвуковых машинах, и они уже ездят под названием искусственный интеллект и активно его используют, чуть ли уже не в качестве психологов и трекеров и так далее, и так далее. Другие части лидеров, которые только соприкасаются с этой темой, используют утилитарно для того, чтобы делать какую-то достаточно простую работу в качестве исследования, либо в качестве трекинга, либо написания писем, либо презентации, либо что-то еще. И другая часть людей, которые вообще не верят в эту технологию и опасаются ее. Да То ладно, есть такое... серьезно, такие есть? Оказывается, есть и такие люди, которые говорят о том, что это все надо думать своими мозгами, это все, в общем-то, мешает и так далее. А также Земля Поэтому плоская и 5G несет порабощение и совершенно верно. пропаганду. Земля плоская, то есть вот мы где-то здесь антропофизация, то есть это когда искусственный интеллект очеловечивается, да, то есть ему придаются какие-то человеческие такие точки зрения, и что люди говорят: "Она мне Да. сказала" или "Он мне сказал". И это, похоже чем-то на вызовы духа, да, когда собираются какие-то ребята, медиумы, и вызывают духа, чтобы он им что-то сказал. Фактически создаются какие-то психорелигиозные культы вокруг этой истории, и это тоже влияет определенным образом. Почему мое исследование называется "Влияние искусственного интеллекта на эмоциональный интеллект"? А то, что, например, когда управленец советуется по поводу своего состояния, по поводу ситуации в коллективе, между нами, людьми, появляется что-то еще, какой-то советник, да, который влияет на то, как мы создаем команды, как мы относимся к себе и так далее. Потому что на самом деле, если человек обладает определенного рода бэкграундом в области, ну, там, не знаю, IT или да любое высшее образование, и человек оперирует данными, умеет читать, работать с текстом, то он использует в искусственный интеллект с определенной критикой, с определенной критической оценкой и как инструмент саморефлексии, как инструмент отражения своего собственного сознания и мыслей. Поэтому один из вопросов исследования был: а что вы можете сказать о себе, анализируя вопросы к искусственному интеллекту, например? Или насколько искусственный интеллект поменял ваше мировоззрение? И многие люди говорят о том, что да, поменял. Да, действительно, мы узнаем о себе много нового, анализируя то, как мы взаимодействуем с этой системой. Более того, около 80% респондентов говорят о том, что они по шкале от 1 до 10 на 7 доверяют тому, что говорит им искусственный интеллект. Ну, ты же сейчас, ты видишь, как ты разговариваешь с чатом GPT, и это
краткосрочная сессия. После этого у него наступает амнезия, и когда ты через час буквально к нему возвращаешься, ты разговариваешь часто с совершенно другой личностью. И вот эту вот Абсолютно. долгосрочную память, которая с тобой пройдет долго, это вот один из главных технологических вызовов этого года. Пока не удалось это сделать. Пока Это очень вообще просто интересно. весь твой разговор просто записывается в сторонке в папочке, и когда ты обращаешься к той же папочке, твой, AI читает эту папочку и пытается вспомнить, просто про предыдущий разговор. Но на самом деле это не есть та самая память, которая позволила бы напрямую самому AI задать те вопросы, которые ты сейчас озвучил. А что поменялось во мне за последний год нашего с тобой, дружище, общения? А как я еще мог бы поменяться, исходя из своих жизненных планов, условно? Вот сегодня я еще не способен пока с нами об этом серьезно разговаривать. Технологически я имею в виду. В этот момент, если это произойдет, это будет революция, потому что тогда воистину искусственный инструмент становится зеркалом саморефлексии. То есть через формулировку мы будем видеть свои когнитивные, эмоциональные паттерны сразу же. И у меня есть гипотеза, что в общем-то, искусственный интеллект, он будет способствовать усилению эмоционального интеллекта не напрямую, а через повышение вот этой метаосознанности, некой наблюдательности, некоторой дисциплины речи, некоторых логических конструктов, которые мы используем. То есть до этого мы обучали искусственный интеллект, но на самом деле он будет обучать нас, скорее всего. Потому что использование точно совершенно этих систем позволит перераспределить нагрузку, сэкономить силы и снизить риски эмоционального выгорания. Но я вот с Особенно это тобой актуально в абсолютно условиях. согласен, что эмоциональный интеллект явно будет развиваться у человечества, но по другой совершенно причине. Ведь дело в том, что роботы, они же лишены эмоций, они же не могут чувствовать. Ну, я имею в виду, я же не отношусь к сторонникам плоской Земли, я инженер на самом деле. Я представляю, что Мгм. это система предсказания следующего слова, которое сегодня называется ИИ. Это просто робот, да, который работает по понятным мне принципам. Поэтому я понимаю, что там не может быть эмоций. Следовательно, я понимаю, что у меня должны быть эмоции. Я понимаю, что какой скилл я должен в себе развивать, это уж точно не способность играть в шахматы или делать вот такие вычисления в уме, потому что роботы делают уже давно это сильно лучше. А вот что они не могут делать, это проявить эмпатию, какую-то цель в жизни предложить нам, да? Но я имею в виду, что людям некуда деться, им придется двигаться в своем развитии в сторону эмоционального интеллекта, а не в сторону технократического развития, как было последних 20 лет. Мы будем испытывать эмоции к этим роботам все равно, мы будем их очеловечивать, мы будем их наделять какими-то свойствами, потому что мы будем в близком контакте с ними. И это как раз и есть основная проблема. Вот, эту проблему я бы назвал, не я, вернее, а вот сегодня в мире ее называют issue of trust, проблема доверия. И вот из каких кусков она состоит. Первое, люди, которые начали пользоваться ИИ, сразу же поняли, что есть и галлюцинации. И критически мыслящие люди, естественно, все пытаются перепроверить, и есть элемент доверия. В бизнесе мы понимаем, что для серьезных задач мы пока еще не можем доверять ИИ полноценно. Тоже проблема доверия. Далее посмотри. Вот ты фаундер AI-стартапа какого-либо, неважно. Ты продаешь своего AI-бота, робота, сервис какой-то, основанный на AI в скобочках, с галлюцинациями, которые сегодня неотъемлемая часть этой красоты. И у тебя возникает дополнительная ответственность не только перед командой и самим собой, а еще и перед клиентами, что твои роботы разговаривают там, чего не положено. Вот буквально пару недель назад был громкий кейс, когда одна из крупных консалтинговых компаний из большой пятерки была увлечена в том, что у них полотчета было сделано чатом GPT без всякой проверки данных. И их там разогнали всех. И вот представляешь, ты владелец или директор этой компании. У тебя совершенно новый уровень ответственности возникает, к которой ты не привык. То есть мы пока, не знаем, в какого рода формы взаимоотношений будем входить друг с другом, если между нами появляется третья сторона. Ну, гипотетически, например, пару, например, консультирует, семейный психолог, который является LLM-моделью. Или, например, принятие управленческих решений осуществляется с помощью искусственного интеллекта. Об этом, конечно, все говорят об этом, мы это не делаем, но подчас иногда кто-то, то есть есть определенные моменты, когда люди могут скинуть, например, решение об увольнении сотрудника, к LLM-модели. Ты видишь, Если есть так. же в академическом взгляде на менеджмент важный очень принцип, что ты можешь делегировать полномочия,
но ты не можешь Мгм. делегировать ответственность. Если ты свои полномочия как владелец бизнеса делегировал, ЛМке, и она что-то там не так решила, то ты сам несешь ответственность. В этом же проблема. Абсолютно. Поэтому никто То есть сегодня этого не делает в здравом уме. Я ему какие-нибудь, опять-таки, не очень адекватные, может быть, уже начали это делать, и свои банковские реквизиты загрузили в чат GPT и что-то там с ними договариваются про покупку биткоинов. Но нормальные-то люди этого пока не делают. Вот этого, я имею в виду, mass adoption этот, он не произошел вообще. массово нету. Я могу сказать, что, вот по исследованию моему, по крайней мере, что 95% управленцев, они очень здраво и со здравой критической такой формой относятся к, искусственному интеллекту. И, я не вижу катастрофизации никакой. Я вижу, наоборот, гармонизацию и скорее помощника. Да. Я тоже так думаю, что ИИ абсолютно не отменяет человека, лидера, просто переносит, акценты на стратегию, на критическое мышление человеческое, критическое мышление, а не reasoning модели условно, на, создание смысла команде, ну, на эмпатию, в конце концов. И вот что очень важно, на ту самую ответственность, которая вырастает с использованием роботов перед, своей командой, перед клиентами, перед инвесторами своими, наконец. У психологов, там, управленцев была некая катастрофизация. Как же так? Что же будет? Нас всех заменят. Никто не заменит нас, это, совершенно точно, потому что искусственный интеллект, пишет черновик, но финальное решение принимаешь ты. Вот, это факт. И, потому что тайную интуицию природа нам не отдаст. Ну, давай по полочкам разложим, из чего эти изменения в лидершипе могут произойти. Ну вот, например, мне часто слышится концепция так называемого augment leadership, то есть такое некое а, тестируемое лидерство, когда у лидера появляется один или несколько ассистентов, которые файн-тюне натренированные на какие-то его задачи, туда уже загружены всякие документы, история, презентации, бизнес-планы, с которыми можно быстро разговаривать. В итоге у нас получается некий лидер, такой апгрейженный технократ, ну, вот такой вот вариант есть. Потом есть, мы здесь должны принять во внимание, что управление данными и отношение к ним тоже принципиально, когда ты становишься таким лидером-технократом. То есть ты свои данные уже доверил LM-кам, а следовательно, они делают все очень прозрачным. То есть ты видишь гораздо больше вещей, твоя команда видит гораздо больше, и твои факапы многие видны гораздо четко более, чем раньше были бы видны. И, более того, если у тебя несколько роботов, которые разговаривают между собой, то, они же говорят между собой на английском языке промптами, если ты понимаешь, как это устроено. И ты можешь открыть любую переписку роботов между собой, и это тоже совершенно другой уровень прозрачности для бизнеса, к которому многие бизнесы могут просто быть не готовы, что вот так кто-то открывает и читает даже из команды. Особенно в управлении персоналом, ну, даже просто sensitive зарплаты, назначение, панишменты, какие-то наказания там, понимаешь, это такая очень специфическая тема. Поэтому нужна какая-то новая политика и принципиально новая этика, как эти роботы впишутся в нашу жизнь, даже если это просто ассистенты руководителя, а не какие там не принимающие решения юниты. Ну, давай вот дальше рассматривать. Более радикальный возьмем вариант изменения жизни руководителя. Это ну, когда ты прямо решаешь сделать компанию, в которой работают практически только роботы. Сегодня это технически возможно. Об этом уже 3 года говорят, и есть прямо такие бизнесы. Это называется full stack AI company, или, может быть, другое понятие есть, значит, рулапы, когда ты скупаешь просто old school бизнесы в какой-то своей индустрии и переставляешь их на платформу, где вместо людей все делают это роботы, быстро растешь, привлекаешь инвестиции. Ну, примерно вот такой подход. То есть смотри, сейчас другими словами объясню. А, вот, моя команда Placy делает, AI Real Estate Assistant. Это платформа, для real estate, для агентств недвижимости, застройщиков, property management компаний. И наши сегодняшние клиенты — это, сложившиеся успешные бизнесы, средние, большие,
которая просто покупает нашу Плейси, она садится на ресепшн в агентстве, она подключается к CRM-ке, к WhatsApp бизнес-аккаунту, к телефону, ко всем сообщениям и просто как офисный сотрудник, только гораздо эффективнее, как мы видим уже по первой статистике за год. Управляет всем, посылает листинги, отвечает на вопросы, профилирует клиенты, все записывает в CRM-ку. В конце недели менеджменту агентства показывает красивые дашборды, сколько лидов, куда, ничего не было потеряно. Ну, то есть фантастически красиво все работает. Но по большому счету, я понимаю, что для наших сегодняшних клиентов это просто еще одна статья расходов в их бюджете. Потому что они же не увольняют при этом людей. Потому что парадигма и бизнес-процессы остаются все те же, как и были. Просто они пробуют новый инструмент. И вот на смену этой модели прямо на наших глазах в этом и в следующем году приходит совершенно другой подход к строению бизнеса. Ты в первую очередь делаешь бизнес, состоящий из роботов, а роботы, условно говоря, наймут в очень небольшом количестве, которое необходимо. В нашем случае это в первую очередь должны быть агенты по недвижимости, которые поедут на машине и ключом откроют дверь физически и полубаются клиенту. И это всего лишь процентов 10 работы типичного риэлтора. А 90% это он отвечает на смски какие-то, на сообщения, посылает ссылочки, разговаривает, рыба контрактов, PDF. То есть вот все, что прекрасно сегодня автоматизируется, составляет 80-90% жизни риэлтора. Так вот, понимаешь эту большую разницу? Когда мы делаем full stack AI company, например, real estate agency, где будут в основном работать роботы, делая все это, где есть там директор со стратегией, какой-нибудь главный маркетолог, там финдиректор проверять результаты и десяток риэлторов, которые в полях открывают двери, а остальное делают роботы. И вот это вот совершенно другая природа бизнеса, к которой традиционный бизнес еще только принюхивается. Он даже ничего не понял, что на смену... Я даже, знаешь, думаю, что здесь не будет никакой эволюции. Я думаю, что old school бизнесы в течение нескольких лет просто плавно будут отжаты с рынка вот такими вот full stack AI company, которые работают исключительно с роботами, потому что просто они продуктивнее буквально в 2 раза работают. Понимаешь? И одно дело, ты Понимаю. руководитель конторы старого типа, а другое дело, ты директор, фаундер конторы вот этого нового типа, где у тебя там 80% задач делается роботами. Ты понимаешь, это же принципиально 2 разных человека. Я даже думаю, что многие сегодняшние очень успешные лидеры, которым там за 50 условно, они даже не смогут это осознать, они просто не смогут перестроиться, потому что это принципиально какая-то другая, не знаю, все другое, понимаешь? Это вообще другой майндсет. Это другое мировосприятие и другое понимание себя. Для этого нужно, любить, технологии, конечно. Я, И вот это, помню свое собеседование в компании Kodak на маркетолога. Kodak была такая компания, ну пленки. да, хрестоматийный кейс, как изобрели цифровую фотографию и Да. Они были очень уверены в себе, надо сказать, на собеседовании. Они были настолько arrogant, они были очень 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 уверены в том, что они делают. да, вот ты Через очень хороший буквально кейс привел. Прямо каждый его знает. Я думаю, что-то вот в этом духе. Кто-то пожилой совет директоров Кодека решил не рушить доходы от пленочной фотографии и лицензировал кому-то, то ли Nikon, то ли Fiji, кажется, всю эту цифровую фотографию. В результате потерял весь этот бизнес просто от жадности и недальновидности. да. То же самое будет здесь. Вот То есть сейчас это происходит с когда речь Гуглом, зах да? AI-поиск, такой как Perplexity, он же убивает традиционный поиск Гугла. И ты видишь, в "Гугле" появились сверху сниппеты, где уже словно бы ты с AI разговариваешь, с чатом GPT, что на самом деле убивает бизнес-модель "Гугла", потому что она построена на продаже рекламы. Следовательно, надо как можно больше страниц с голубыми ссылками показать себе, а Google в сниппете в этом выдает тебе сразу ответ и сам убивает свой бизнес. И Google оказался мудрым, и он пошел на это, потому что, видимо, хорошо знает кейс Козака, понимает, что иначе будет еще хуже. Да, будущее за инженерами. И это будет шах и мат для, вот этой, уверенной в себе сейчас, верхушки, которые думают о том, что они, управляют сейчас чем-то. Это большая иллюзия. Но скорее Поэтому не мы инженеры, а скорее такие технократы, правильнее сказать. Как раз да, потребность именно в технократы. инженерах, она падает существенно, потому что вайп-кодинг и все вот это. А лидеры-технократы, которые быстро адаптируются и начинают с удовольствием использовать все эти технологии новые, вот они как раз... Ну, посмотри, еще раз смотри, вот о чем мы до этого говорили, опять немножко систематизируя сказанное. Вот у Ага. нас есть уже две такие дороги. Первая — это так называемая augmented leadership, когда у тебя есть дополняющие тебя как лидера ассистенты различные, и есть совсем такой технократический подход, где ты в первую очередь хочешь создать компанию, где минимум людей, максимум роботов. И то
разумные пути. В обоих путях у нас есть и люди, и роботы, которые между собой сотрудничают, ну, просто в разной пропорциях, в разных пропорциях. Да, и вот посмотрим дальше, что еще здесь, какой третий вариант есть. Распределенное лидерство, гибридное лидерство или, я не знаю, вот по-английски это говорят collective leadership intelligence или что-то вот в этом духе, да. В принципе, то же самое. Там есть и люди, как и в первых двух кейсах, и роботы. Но роботы начинают приобретать свои собственные права на принятие решений. Кстати, одна из больших концепций, когда все будут делать роботы, кто будет платить налоги и на что мы будем жить, состоит в том, что, окей, роботы будут платить налоги, когда за нас работают, но тогда надо им присвоить какие-то номера, чтобы понятно было, какой робот сколько заработал, чтобы снять налоги. Как только ты им присваиваешь номера, это первый шаг к тому, чтобы им дать некие паспорта. А как только у роботов появляются номера, паспорта, и они начинают платить налоги, им надо дать какие-то минимальные права, потому что если ты, ну, условно, как в жизни, если ты подчиненному ничего не разрешаешь сделать, а только требуешь от него повышения выручки, так он же тебе ничего не заперформит, верно? Тут роботу ты должен Логично. позволить принимать и какие-то решения для того, чтобы требовать от него больше выручки. И как нормальный предприниматель, возможно, робот приносит тебе бизнес-план и говорит: дай мне больше прав, я тебе принесу в 2 раза больше выручки в следующем году, и вот мой план. Ну, как GPT может с нами разговаривать, верно? Следовательно, у роботов появляются права. И дальше представь, когда, ну, рабовладельческий строй начала XIX века и к середине XIX века все большие страны поняли, что надо рабам давать права, потому что иначе все плохо работает. Мы просто увидим, что как только мы как развитием технологий роботам больше возможностей перформить, следовательно, больше прав, мы начинаем получать больше выручки, но обратная сторона этой монеты — мы получаем, полноценного партнера сродни человеку, согласись, который вправе тоже что-то ожидать и требовать, понимаешь? И вот здесь вот возникает вот это collective intelligence leadership, вот эта гибридная модель, где не просто человек главный, как в первом случае, он едва использует ассистентов, во втором случае человек понанимал больше роботов, а тут у нас роботы полноценные партнеры, я имею в виду, почему это третья модель, да? И вот, может быть, кто-то из нас станет лидером вот этого третьего, и вот, в начале разговора ты, рассказывал, что очень много твоих знакомых, ну, очеловечивают, GPT, разговаривают, здороваются, прощаются с ними, развивают свою эмпатию, что мне, инженеру, странно слышать, потому что для меня это всего лишь векторные базы предсказания следующего слова. Но тем не менее, вот в этой вот гибридной модели, возможно, именно эти люди, создадут ее основу, и, может быть, за ней и будущее, потому что она сбалансирована. Да, и туда как раз смотрят сейчас все исследования, потому что, когда калькулятор тебе пишет какие-то теплые ответы, они очень нравятся. Общение с человеком, например, с психологом, это будет роскошь. Для тех людей, у которых не будет денег, они будут общаться с ботами и будут проходить у них. А вот тут есть момент такой, потому что право конфиденциальности и так далее. Куда уходят эти данные дальше? Что происходит? Потому что, Да. да, возникает определенное доверие, да, между этими взаимоотношениями. В какой момент эта система начинает оказывать влияние на бессознательные процессы, и человек сам становится роботом под управлением робота? Нужно ли меняться лидером? Да, нужно. В течение какого срока им нужно поменяться и куда? 2 вопроса. И вот первый вопрос. Я считаю, что горизонт планирования очень сильно к нам приблизился. Я бы сказал 3 года, а не 10 или 30, как иногда мы могли бы сказать в прошлом веке. И как надо лидеру поменяться за этих 3 года? Вот я вижу, 3 таких, больших, эм, направления. Первое — это, э, некая ИИ-грамотность или AI ethics, этика. Не понимая, модели работы, ты не можешь построить бизнес, ты не можешь дальше развиваться, на мой взгляд, в эту сторону, да? Ты должен пойти в какую-то другую сторону. Может быть, неким кастомным, ламповым, предпринимателем, психологом, художником или еще кем-то, что тоже будет очень востребовано, потому что, ну, никто же не отменял людей, поэзию, литературу и все, что и нормально толком сделать не может. И классно выполняет рутинные задачи. Но с точки зрения создания смыслов, ну, ноль практически. Мы же, когда идем смотреть в галерею художника, мы же не столько на картины смотрим, сколько понимаем, кто их написал, поэтому мы туда пришли.
Вот поэтому первая Да, вот эта и грамотность для тех людей, кто хочет оказаться вот в этом вот потоке. Второй пункт, мне кажется, это надо развивать себе стратегические навыки. То есть уметь создавать смыслы, которые кому-то нужны. Вот то, что фаундерам часто говорят, там, не влюбляйтесь в свой продукт, идите ищите проблему. Влюбитесь в проблему, которую вы будете решать, да, то есть, условно, вот осознание этих проблем, поиск этих проблем, да, умение упаковать это в какую-то стратегию, как решая эту проблему, эту боль клиентскую, ты из пункта А окажешься в пункте Б, и тебе здесь будут аккомпанировать роботы, которых ты понанимаешь, потому что первый скилл, ты понимаешь, как это все работает, и даже от простого ассистенса, простых ассистентов для тебя, как для лидера, до full stack AI company, ты понимаешь, как это работает, ты можешь это сделать. Следовательно, тебе, наверное, нужно меньше человеческих ресурсов, дорогих, и гораздо больше ты можешь использовать роботов, которые стоят 3, которые легко запускаются на современных инструментах и на платформах. Все у тебя в руках. Вот и третий пункт – это про гибкость, антихрупкость такую. Вот я бы сказал, что, ну, и будучи не гибким, ты, естественно, не в состоянии это пройти, этот путь. гибкость один из важнейших элементов, на мой взгляд. Это прямо тот элемент, который поменяет все, потому что это способность переключения между разными моделями мышления, и это возможность быть в контакте со своей детской частью. То есть подходить ко всему с точки зрения ученика, что на самом деле очень непросто там, в 30 плюс, условно говоря, 35 плюс. И вот это, потому что будет столкновение с различного рода историями, как так еще учиться. И вот этот отказ от устаревших стратегий и подчас парадоксальные воспринимать новые идеи, это непростая история, потому что страхов будет очень много. А работа с цифровым выгоранием – это уже данность. То есть я вчера проходил мимо офиса Касперского, так там какая-то толпа мужчин прям с сигаретами такие, прям с утра, вот, такими очень угрюмыми лицами. То То есть я есть прям смотрю выгорают и буквально. понимаю. А да, выгорание в буквальном смысле этого слова. А что современная психология говорит о повышающейся ответственности за команду, за роботов перед клиентами, инвесторами и все вот это? Это приведет к тому, что те самые руководители будущего через 3 года, которых мы сейчас обсуждаем, они просто сильнее начнут выгорать, и надо все те же техники использовать, просто чаще отдыхать? Или есть какие-то интересные концепции, как на тебя наваливается новая ответственность еще и за роботов, которые могут накосячить со своими галлюцинациями, а ты как-то с ними справляешься? Что мы делаем в этой ситуации? Я думаю, мы возвращаемся к тому, что мы люди, и мы можем чего-то не знать. И здесь у нас будет новая психология. Вопросы, связанные со страхами, неудачей или каким-то излишним перфекционизмом. Там периодически мы наблюдаем цифровое залипание, когда люди, стремясь к перфекционизму, они постоянно обращаются к системам LLM, дотачивая вопросы и доходя до какого-то уже невроза. С детства нас учили, как надо общаться в детском садике, в школе, надо там помогать, эмпатия, по телевизору, в кино мы видим все вот это. Нас же никто не может действовать в ситуации, когда ты окружен роботами. Половина коллектива у тебя роботы, половина люди. Например, вот в гибридной команде, как мы до этого обсуждали. И у тебя ответственность не просто удваивается, она у тебя удваивается совершенно неизведанным образом в связи с какими-то роботами, у которых, скорее всего, через 5 лет появятся свои права, ну, от них зависит будущее. Если этих роботов твоих будет, то, скорее всего, твой бизнес не будет конкурентным. Следовательно, и вообще не стоило все это затевать. А если ты Я научишься думаю, как-то быть с этим, то ты выигрываешь рынок. совершенно верно. Я думаю, что лидер становится своего рода исследователем такого рода. То есть выиграют здесь те, кто будут продолжать исследовать, продолжать учиться, А давай участвовать опишем в человека разработках. не то, что не выиграет, а что ему вообще следует сменить профессию, не думать про и стартапы. Можешь описать такого предпринимателя Абсолютно. сегодня? Ну, я думаю, это предприниматель, это ресерчер, то есть это человек, обладающий инженерным. Я под инженерами имел в виду как раз своеобразного технократа в том числе. То есть человек, который увлечен этим,
Это человек, который увлекается психологией, естественно. Если у меня команда, как у лидера, роботов и люди, то есть риск того, что роботов я буду ценить и любить гораздо больше. Ну, объективно. Роботы не Они спорят, роботы не продуктивнее, как спят, минимум, по роботы, большинству они позиций. продуктивнее, как минимум. Не Роботы ругаются, в не отпуск не хамят, просятся. не ругаются, тон голоса на меня не повышают. То есть и здесь мы сталкиваемся с очень серьезной историей. Потому что с человеком договариваться сложно, неудобно, иногда даже неприятно. С роботом гораздо проще. У него нету никаких медицинской страховки нет и так далее, и так далее. Поэтому, видимо, нужна будет жесткая регламентация того, что происходит, и обсуждение. И вот здесь как раз человекоцентрированный подход, он должен быть вписан в корпоративную культуру. Да, это очень колоссальное внимание, а не теряем ли мы человеческий контакт. Потому что ну, от этого зависит, в общем-то, А скорее почему всего, его надо популяция вписывать? человечества. Подожди, Андрей, я с тобой не совсем готов согласиться здесь. Смотри, одна из концепций мы рассматривали это такой вот алгоритмический лидершип, когда мы строим full stack AI company, где роботы работают в первую очередь, и скорее роботы нанимают людей, нежели как сегодня существующая компания подписывается на одного-двух роботов, ничего не меняя по своей природе. Вот будущее, скорее всего, вот за такими компаниями, которые в основном роботы работают. Ну, просто благодаря Красная линия должна быть. Должны быть красные линии э, некие. Ну, в смысле, почему Ну, они то там есть какой должны быть? процесс? Все, что приносит Потому... деньги и решает какую-то конкретную боль накормить детей в Африке, все это хорошо. Зачем красная линия? Не докармливать детей в Африке? Не дополучать прибыль для инвесторов? Я скажу честно, как это будет выглядеть, скорее всего, в будущем. Я думаю, что нас ждет сокращение популяции человечества, потому что оно, я не уверен, что мы еще последствия внедрения телефонных аппаратов в детскую психику еще не расхлебали до конца. Вот, а тут уже такой идет еще один шторм. И я не уверен, что человечество будет размножаться такими темпами, как оно размножается сейчас. Не понимаю причин твоего Да. такого прогноза, что человечество будет вымирать. Это уже не первая А, индустриальная революция в нашей истории. С изобретением нет, оно не будет электричества, вымирать, пенициллина, просто популяция будет ткацкого снижаться. станка, ты заметь, человечество только лучше стало жить. Срок жизни среднестатистически сильно вырос за последних несколько столетий. Почему они будут? Это просто очередная революция, которая сделает нашу жизнь менее опасной, более комфортной. На стройках и в космосе начнут работать роботы вместо людей, мы будем меньше умирать, новые лекарства начнут Тогда нас разрабатываться ждет Марс. быстрее. Сейчас уже, если белки синтезируются AI продуктивнее, чем люди ковырялись по 50 лет над каждым из них. Почему они Ну будут что, тогда умирать? нас ждет Напротив, Марс. да, немного гедонизма, и человечество, наоборот, прирастет еще больше. Да слушай, ну реально Земля может вместить еще в 2 раза больших людей. Еще 8 миллиардов людей запросто на Земле поместятся на вполне себе плодородных землях. Посмотрим, посмотрим. Это очень интересная такая... У нас такой, знаешь, мы подходим к завершению, очень оно интересное, да, это вопрос. Человеческая популяция, она будет снижаться или она будет увеличиваться из-за внедрения новых технологий? Это Ну вопрос. подожди, во-первых, у нас есть исторические данные. Предыдущие несколько индустриальных революций не привели не только к снижению численности населения, оно выросло, и уровень жизни, и срок жизни вырос. Но более того, вопреки прогнозам, которые каждый раз были, не привело это к численности снижения рабочих мест. После каждой индустриальной революции, где считалось, что ткацкие станки, все это электричество, все остальное, сейчас AI заменит людей, нифига никаких людей никто не заменил, рабочих мест на самом деле было создано драматически больше. Просто более Это очень продуктивных, в интересно. новых сферах, именно полетели в космос, а раньше не летали. Слушай, Да. закругляясь, я хотел бы у тебя спросить. Вот я у тебя на сайте прочел интересную фразу, которая, мне кажется, очень хорошо вписывается вот весь этот паттерн индустриальной революции и вызовов. Ты пишешь: помогая переустановить операционную систему сознания, выловить вирусы убеждений и устаревшие модели поведения. А можешь Ух. вот совсем буквально в несколько предложений описать, как вот именно сейчас, в момент именно этой индустриальной революции, ты собираешься это делать? С удовольствием. Это первое, да, с удовольствием.
Я пока еще не знаю, продолжу ли это делать, кстати. То есть, потому что сейчас я смотрю как раз на переход как раз из позиции бизнес-психолога, а за моими плечами около 12 тысяч часов индивидуальных практик уже, это большой стаж, в области digital wellness. То есть, когда я с интересом смотрю, а какого рода технологии саморегуляции, какого рода технологии мы можем предложить людям для того, чтобы люди могли самостоятельно переустанавливать свои собственные операционные системы. Вот как я это вижу. Кстати, как только у LLM в ближайший прямо год, я ожидаю, появится долгосрочная память, вот long-term memory, чтобы они не забывали то, о чем мы говорим, и личность это с нами оставалась долго. В общем-то, такими же коучинг-сессиями, которыми ты балуешь своих клиентов людей, ты можешь нафайн-тюнить, натренировать отдельно взятую модель, потратив столько же часов, или вот когда ты, например, с людьми разговариваешь, ты записываешь эти разговоры, скармливаешь их в качестве машинного обучения, и, возможно, это будет твой первый клиент, робот, который научится эмпатии и вот этому всему, и ты сам трансформируешь свой бизнес, исходя из этих же принципов. И грамотность, этика, стратегическое мышление, гибкость, антихрупкость. Абсолютно. Будем ждать от тебя этого квантового перехода? С удовольствием.